начинается механизированная колонна. Право первых России парадной колонии по традиции предоставлена легендарному советскому танку, символу Великой Отечественной войны Т-34. На боевой машине подожжено знамя 5-й гвардейской танковой краснознаменной армии, принимавшей участие в освобождении Беларуси. Трибунам приближается современная техника и вооружение белорусской армии на марше танки Т-72Б3. По своим боевым возможностям и техническим характеристикам эти машины считаются одними из лучших в мире. В прошлом году белорусские танкисты заняли второе место среди 23 стран в конкурсе армейских международных игр «Танковый биатлон». В парадном строю колонна бронетранспортеров БТР-70, прошедших модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В результате были значительно улучшены ходовые и защитные характеристики. Перед трибуной колонна бронетранспортеров БТР-80, находящихся на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. На боевые машины белорусскими специалистами установлены противокумулятивные экраны, предназначенные для повышения защиты экипажа и десанта БТР. Продолжают шествие внедорожники «Богатырь», состоящие на вооружении спецподразделений. Машины обладают отличной проходимостью, способны передвигаться со скоростью свыше 100 км в час. На марше легкобронированные автомобили «Дракон». Принятие Беларуси на вооружение автомобилей «Дракон» и «Богатырь» – это яркий пример успешного сотрудничества в военно-технической сфере нашей страны с Китайской Народной Республикой. Перед трибуной бронеавтомобилей «Кайман». Автомобиль произведен на 140-м ремонтном заводе и на 90% состоит из отечественных комплектующих. Парадное шествие продолжает техника внутренних войск Министерства внутренних дел. Многоцелевые автомобили повышенной проходимости ЛИС-ПМ, разработанные на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Миномет «Сани» предназначен для уничтожения или подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных на дальности свыше 7 километров. Трибунный полуавтоматический миномет «Нона М1» – уникальное оружие. Обладает большой мощностью и способна поражать объекты противника с применением 120-мм минометных мин и снарядов на дальности свыше 7 километров. В парадном строю гаубица 100П является одним из самых надежных огневых средств артиллерии. Дальность стрельбы свыше 24 километров. Скорострельность 7-8 выстрелов в минуту. На марше преемник прославленной в годы войны «Катюши» – реактивная система залпового огня «Белград» России отечественного производства. Залп одной такой боевой машины поражает живую силу и технику противника на площади до 1000 квадратных метров. Модернизированные на белорусских предприятиях оборонного комплекса реактивные снаряды поражают цели на дальности до 40 километров. На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса реактивная система залпового огня «Полонез». Одна такая боевая машина способна одновременно нанести поражение 8 различным целям с применением высокоточных управляемых ракет. «Полонез» способен уничтожить цели на расстоянии до 300 километров. Парадное шествие продолжает колонна зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны ТОР-М2. Этот комплекс представляет собой новое поколение боевых средств ПВО малой дальности. На марше зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен уничтожать любые воздушные цели на дальности до 70 километров. Ежегодно воины-зенитчики выполняют боевые стрельбы на полигонах Российской Федерации и входят в число лучших по итогам учений. Перед трибунами уникальные, обладающие самыми передовыми современными технологиями средства и комплексы связи вооруженных сил, произведенные на отечественных предприятиях. Бортовые колонны, комплексная аппаратная связи «Кайман» и комбинированные радиостанции «Богатырь».
парадном строю высокоскоростная станция тропосферной связи «Горизонт» и принятая в этом году на вооружение станция спутниковой связи «Восток». Продолжает шествие парадный расчет Государственного военно-промышленного комитета перед трибунной линейкой бронированных автомобилей. Новинка — реактивная система залпового огня малого радиуса «Флейта» на базе бронированного автомобиля «Асила». Защищенное транспортное средство многоцелевого назначения «Защитник». Боевые транспортные заряжающие машины РСЗО «Ураган-М» и зенитно-ракетного комплекса «Оса». На страже неба над нашей родиной стоят отечественные радиолокационные станции «Роса-М», «Восток 3D» и РЛС-150МВ, способные обнаруживать воздушные цели во всех диапазонах высот на дальностях до 400 километров. За ними следует пусковая заряжающая установка ЗРК УМБ-3К. Одна из последних разработок НЗКТ — автобоец тяжеловоз «Волод». Роботизированные платформы, представленные огневым комплексом «Берсерк» и беспилотной боевой машиной «Пистол», которая демонстрируется впервые. В этом году на параде вы увидите только новые образцы военной техники, которые прошли модернизацию на белорусских предприятиях и предприятиях наших союзников. Многие из них уже приняты на вооружение и подтвердили свою эффективность. Замыкает механизированную колонну автомобиля УАЗ с флаговым видом вооруженных сил.